Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Мари Россо. Сегодня будем делать сумочку из бусин. Есть одно цветовое сочетание, которое мне нравится очень давно и встречалось буквально везде. В интерьере, в кожаных изделиях, в аксессуарах. И я решила в этом оттенке, в этой стилистике сделать свою новую сумочку. Это изумруд и золото. И несмотря на то, что это уже 4-е видео на моем канале, посвященное плетению сумочек из бусин, это видео даже для меня самой будет немного необычным, даже экспериментальным. Кто со мной давно, знает, что в основном я плету на одной игле, но сегодня решила попробовать на 2. В конце видео обещаю поделиться своим мнением об отличиях этих 2 способов плетения. А еще в этот раз я подзапарилась и посчитала точное количество бусинок, затраченных на эту сумочку. Но об этом чуть позже. Ведь обычно это самый распространенный вопрос в комментариях. Ну что ж, поехали! Нам понадобится 2 длинные иголки, леска диаметром 0,45 мм, я покупаю в рыболовном отделе, ножницы и сами бусины. В этот раз у меня граненые акриловые бусины 12 мм в форме куб. Сверкают они, конечно, просто вау! Важно, чтобы ушки иголки свободно проходили через бусинку. Подготавливаю бусинки и сразу вижу несколько бракованных. Но обычно это 5-8 бусин на всю пачку 500 грамм. Отмеряю леску по всей длине рук. Я беру сразу длинную, чтобы реже закреплять. Приблизительно 330 см. Но вы можете брать отрезок поменьше. С обеих сторон продеваю иголки, но можно плести и без них. Набираю 4 бусины на любую из сторон, у меня правая. И второй леской завожу навстречу через последнюю набранную бусину. В помощь, как и всегда, я нарисовала схему. Так мы сделали первый крестик. Подравниваем концы лески и продолжаем плетение. На каждую леску набираю по одной бусине. И на любую из сторон еще одну. В нее же проходим второй леской навстречу. Протягиваем. Второй крестик готов. Снова набираю по одной на каждый из концов. На правую набираю еще одну. И провожу левой леской крест-навкрест. Подтягиваю. Вот что получается. Продолжаем так плести и дальше. Набираю на левую леску одну бусину, а на правую 2. И прохожу во вторую левой леской крест-навкрест. Подтягиваю. И снова по одной набрали. И следующая это та, в которой пересекаются 2 иголки. Внимание на схему. Как красиво сверкают бусинки. Первый ряд крестиков будет отвечать за ширину сумочки. И мы первым делом плетем главную заготовку. Такой себе прямоугольник. Делаем 9-й крестик, последний крестик этого ряда. Нанизываю 2 бусины на левую иголку и на правую одну. И левой леской прохожу в правую бусину крест-навкрест. Все как на схеме. Таким образом мы сделали поворот, перешли во второй ряд. Плести ряд будем снизу вверх. На этом этапе я сняла иголочки. Плести с ними оказалось не намного удобнее, чем без. И покрасила концы лески для лучшей наглядности. Сейчас у меня красная леска смотрит вниз, а коричневая вверх. На красную, нижнюю, набираю 2 бусины, а на коричневую одну бусину. И прохожу в нее навстречу красной леской. Тут лучше один раз посмотреть. Сам принцип совсем не сложный, главное его понять. Первый крестик второго ряда готов.
Теперь леской, которая выходит ближе к первому ряду, нужно зацепиться за стенку соседнего крестика. Таким образом, 2 стенки крестика уже есть, а 2 стенки, то есть 2 бусины, нужно еще добирать. Набираю одну бусину на коричневую и одну на красную леску. Коричневой, правой, прохожу через бусину на второй леске. Затягиваю. Получается крестик. Левой леской цепляемся за соседнюю стенку крестика. Этот процесс всегда будет повторяться. Набираю по одной бусине на каждую из сторон. И правым концом, красным, прохожу через бусину на левой леске. Снова сформировался крестик. Получается, левым концом лески мы всегда будем цеплять боковую бусину. Опять набираю по одной и завожу правую леску в бусину на левой леске. Все отображается на схеме. Плотно подтягиваем все элементы плетения. Левым концом цепляемся за стеночку. Набираем по одной бусине, а еще в одной пересекаемся лесками крест-навкрест. Так крестик за крестиком проплетаем вверх этот ряд. И вот, когда мы дошли до последнего крестика, в этом ряду нам нужно сделать поворот лесок, то есть переход на новый ряд. Для этого на левую леску набираем 2 бусины и правой, в моем случае красной, проходим навстречу через последнюю набранную. Для удобства можно перевернуть заготовку и продолжать снова плетение вверх. На нижнюю красную леску нанизываю 2 бусины, а на верхнюю коричневую одну. И в нее же прохожу красной навстречу. Подтягиваю. Первый крестик 3-го ряда готов. Дальше процесс повторяется один в один. Можно немного отмотать назад и плести по схеме до того времени, пока не набьете руку. Ведь таким методом нам нужно будет сплести прямоугольник, который и является основой всей сумочки. Закрепить леску, когда она заканчивается. Вот я доделываю крестик и возвращаюсь леской на пару бусинок назад. То есть прохожу крестик по кругу. Встречаюсь 2 концами и хорошенько затягиваю двойной узелок. Можно спрятать леску, пройдя еще в 1-2 бусины. И обрезаю концы. Вот так аккуратно получается. Берем новый длинный отрезок лески и протягиваем его через бусину на том крестике, на котором остановилось плетение. Складываем и отмеряем концы, чтобы были одинаковой длины. И цепляем боковую стеночку соседнего крестика. Вот как это должно выглядеть. И с этой позиции уже продолжаем привычное нам плетение. И только сейчас произошло мега открытие. Я считаю, я обязана поделиться этим с вами. Смотрите, все это время я могла набирать 2 бусины на одну леску, а второй только проходить навстречу в последнюю набранную. Еще раз, как видим, левой я цепляюсь за боковую стеночку, на правую всегда набираю 2 бусины и левой пустой леской прохожу навстречу в последнюю набранную, ведь это экономия нашего времени. Главная заготовка готова. У меня получилось полотно из 12 крестиков. Это где-то 24 сантиметра. А по высоте это 9 крестиков или 18 сантиметров.
Теперь мы должны сложить заготовку пополам, таким образом, чтобы посередине образовалось два ряда. Это будет дно сумочки. Можно делать и больше, тогда оставляем 3-4 ряда посередине, но с учетом того, чтобы стенки были ровные друг с другом. Отрезаю леску приблизительно 140 см. Завожу концы через 2 бусины, которые уже сформировали угол. Подравниваю концы лески. На левую леску коричневого цвета я набираю 2 бусины. И второй леской прохожу в последнюю набранную бусину. Протягиваю. Крестик готов. Правой леской прохожу в 2 бусины, объединяя этот угол тоже в крестик. На эту же коричневую леску набираю 1 бусину и прохожу в нее вторым концом навстречу. Красной леской прохожу в бусину соседнего крестика. Нанизываю 2 бусины и вторым концом лески прохожу навстречу через последнюю бусину. Подтягиваю. Пустой красной леской прохожу через 2 бусины. Этому крестику недостает 1 бусины. Набираю ее. Коричневым концом прохожу навстречу. Мы вышли в новый ряд. Это уже 3-й. На нижнюю леску набираю 2 бусины и вторым концом прохожу навстречу через последнюю набранную. Правой леской снова прохожу через 2 бусины, подтягивая их в крестик. На любой из концов набираю 1 и прохожу в нее крест-навкрест. Переходим на новый ряд. Снова леской цепляемся за соседнюю стеночку. И на эту же леску набираем 2 бусины. Через последнюю прохожу вторым концом лески. И снова все повторяется. Выходим на последний ряд. Для первого крестика добираем 2 недостающие бусинки, а для второго крестика всего лишь 1. Не забываем плотно подтягивать бусинки во время соединений. И боковая стенка сумочки готова. Закрепляем и обрезаем леску. По такому же принципу сплетаем и вторую стенку сумочки. Отрезаю леску снова приблизительно 140 см. Будем делать ручку. Захожу в верхнюю бусину боковой стенки. Подравниваю концы лески. Набираю 1 бусину и завожу концом лески крест-навкрест. Снова набираю 1 бусину и навстречу захожу вторым отрезком лески. Опять на любой из концов набираю 1 и прохожу в нее второй леской навстречу. В этот раз я решила сделать ручку сумочки именно таким образом. Плетем так до нужной длины. У меня получилось 26 бусин или 35 сантиметров. Но закрепить я решила ее не ровно, а по диагонали, чтобы поинтереснее смотрелось. Для соединения проводим пустые лески крест-навкрест в бусину, к которой крепим ручки. Все как на видео. Хорошо подтягиваем. Проходим в несколько бусин. Тут чем больше, тем лучше. И закрепляем края лески. Обрезаем. Можно было бы уже оставить и так, но я решила еще сделать навес. Для этого определяю по центру 5 бусинок, закрепляю леску и начинаю наращивать крестики. Для первого набираю 3 бусины и через последнюю захожу навстречу. Присоединяюсь к стеночке. И для последующих крестиков набираю по 2 бусинки. Но тут, думаю, вы уже и без меня понимаете принцип создания крестиков. Мой навес по ширине будет 5 крестиков. А по длине получилось 4 крестика. При желании можно пришить специальные магнитики. Знаю, наверняка вам будет интересно.
поэтому прикрепляю фото того, сколько бусин у меня осталось с пачки 500 грамм. Ну и дополнить эту изумрудную красавицу я решила золотой массивной цепью. Хочу сделать из нее еще одну ручку, чтобы она ложилась навкрест поверх зеленой. Отмеряю длину, чтобы она была как зеленая ручка, то есть 35 сантиметров. И рассоединяю колечко. И теперь смертельный номер. В ход идут инструменты, найденные дома. Мне безумно повезло, что были подходящие. Какой-то инструмент для дверей. Google говорит, что это съемник стопорных колец. Да уж, вот так не думала, что скажу это на своем канале. Ну, в общем, с задачей он справился просто на отлично. И теперь, когда у меня уже есть нужная длина цепи, раскрываю крайнее звено. Протягиваю его в соседний крестик от того, с которого идет зеленая ручка. И сжимаю колечко плоскогубцами. Выравниваю цепь и снова проделываю ту же работу. Ну и в идеале залить суперклеем отверстие на колечке, чтобы леска точно не провалилась в процессе носки, особенно под весом. Если цепочка на карабине, этого не нужно будет делать. Моя новая трендовая алмазно сверкающая сумочка полностью готова. Итак, я обещала поделиться общим количеством бусин, затраченных на эту сумочку. И это 337 бусин в объеме 12 мм. Я хочу поделиться своим мнением о плетении на одной леске и на двух лесках. Начнем с одной. Благодаря специфике плетения на одной леске мы чаще ходим по кругу. Таким образом уплотняем всю заготовку. Стенки становятся жестче, и сумочка лучше держит форму. И в процессе плетения мне легче подтягивать звенья, поскольку свободна одна рука. Из минусов. Из внутренней стороны сумочки могут быть немного заметны закрепления лесок. В то время как в плетении на двух лесках закреплений не видно вовсе. Это, пожалуй, один из главных преимуществ данного вида плетения. А вообще я считаю, что это огромный бонус, если вы умеете плести и на двух лесках, и на одной. Можно комбинировать. Ой, что-то я заговорилась с вами. Всем творческих успехов! Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Рассо.